Приветствую всех на занятии по Нагарджуне, Ари Нагарджуне. И мы переходим к 11 разделу. Послушайте, 10 раздел был сложным. Вся эта история про огонь и дрова, это сложно. Огонь создает дрова или дрова создают огонь. И я рад, что мы переходим к разделу, в котором первый стих легче. Маингак. Окей, этот раздел называется «Такпа» на тибетском языке означает «парикша», что означает «исследование», правильно? И тогда означает «есть ли начало в сансаре, есть ли конец в сансаре». И это очень интригующий вопрос. И я назвал этот раздел «Исследование первого начала» или «Окончательного прекращения вещей». Есть ли первое начало, есть ли окончательный конец у вещей. Итак, мы собираемся поговорить об этом. Я думаю, что если вам скучно и вы хотите пойти глубже, я думаю, что это очень интересно попытаться понять, почему он пошел в таком порядке. Кажется, что он просто высказывает различные идеи, почти нелогично. Но я думаю, что там есть более глубокая логика, и если бы вы могли понять, почему 27 глав идут в таком порядке, в котором они идут, то, возможно, вы бы могли каким-то образом понять Нагарджуна. И снова, Чони Лама, как вы помните из нашей первой сессии 2 года назад, он просто все смешивает. Он говорит, настоящий порядок — это когда глава 18 будет первая, и тогда... И вот первый стих в главе 11. Давайте поговорим об этой первой строке. Она очень красивая. Ньонта означает первое начало в сансаре. Первое начало нашего времени в этой вселенной. Был ли момент, когда вы и я впервые появились в этой вселенной? Было ли начало Майкла, или Пачи, или Тима, Ребекки или Пау? Был ли начальный момент? Шуце означает, когда они спросили его, когда они его спросили, кого? Они спросили Будду. Когда ученики спросили у Будды, «Ше», кавычка, есть ли начало всему? Было ли у вещей первое начало? Шуце. Прошлое время шу — сделать запрос или спросить. Шуце. Я думаю, что это восхитительно, что они не сказали «ю». Хорошо, Тим, за $100. Да, $100. Почему они не сказали Будде, есть ли начало всех вещей? Они сказали, является ли первое начало вещей очевидным? Ньон, как Абидхарма. Это означает видимый или явный. Они не спросили Будду, есть ли первое начало Вселенной или нашей карьеры во Вселенной. Есть ли начало, которое в нем очевидное? Да, хорошо. $100 Ребекки, хорошо? $100 Ребекки, да. Это значит, можешь ли ты увидеть? Ты видишь? Они не сказали, есть ли начало. Они сказали, можешь ли ты закрыть глаза и просто проверить для нас? Это не он? Очень интересно, что Нагарджуна выбрал этот глагол. Можешь ли ты увидеть начало? Что означает «есть ли»? Но они не сказали «есть ли», они сказали «можешь ли ты увидеть начало»? Шуце. Тупаченте, прославленный, способный, подразумевает Будду Шакьямуни. Мин значит «нет». Нет. Я не могу увидеть начало всей этой неразберихи, она безначальна. Нет начала у колеса сансары, и также нет. Тамы означает «нет до конца» также. Это то, о чем мы должны поговорить. Элла, и тогда они говорят, почему нет? И он отвечает, ничто не имеет точки начала.
точки конца и середины. Не спрашивайте меня, имела ли ваша карьера в сансаре начало и прошлое, имела ли первое начало и окончательный конец. Почему? Потому что ничто не имеет точки начала, ничто не имеет точки конца, и ничто не имеет середины. Тейлангон, но он не говорит это таким образом. Он говорит, все, что не имеет точки начала и точки конца, Николай, как оно может иметь середину? Если место, куда вы идете, если дорога, по которой вы собираетесь путешествовать, бесконечна, если дорога, по которой вы путешествуете, бесконечна, я не знаю, где там середина, где вы обозначите середину. Он так говорит. Ну давайте, скажите, где середина. И мне нравится это фото с лентой. Это как бы показывает мне трудность определения начала. Я не знаю, как только я увидел эту картинку, я подумал, о, это та, которую я хотел. Нет середины на бесконечной линии. Переходим к следующему стиху. Прошу прощения. Это начи означает раньше и позже. Но Чони Лама объясняет, что Нагарджуна теперь пошел в вашей жизни, в ваши времена жизней. Нет более ранних жизней, нет более поздних жизней. И также нет места. Кленчик означает, где два встречаются. Это значит, где эти два встречаются. Нет такого места, где все ваши прошлые жизни встречают все ваши будущие жизни. Нет такого места, где вы живете сейчас. Нет такого места, где вы будете жить в ваших будущих жизнях. Нет места, где вы жили в ваших прошлых жизнях. И нет точки пересечения ваших прошлых и будущих жизней. Поэтому не спрашивайте меня о начале. Кстати, действительно ли он сказал «нет»? Вы помните? Нунматен Чуши. 14. Нунматен. Неотвеченных вопросов. Я так понимаю, что это один из них, или два из них. Он отказался отвечать. И потом позже его спросили ученики, почему ты отказываешься отвечать на вопрос? Он сказал, какой бы ответ я ни дал, они его неправильно поймут. Лучше держать рот закрытым. И это касается общения с прессой и тому подобного. Все, что вы скажете, будет перекручено. Просто нет, спасибо. Я нашел эту картинку. Хорошо, Пачи. Парня с веревкой. Да. Это значит, что начало почти не поддается определению, конец не поддается определению. И это так. Нет, еще хуже этого. Средняя часть также не поддается определению. Вы не можете найти настоящий момент. И достаточно плохо уже то, что ваши жизни не имеют начала. И достаточно плохо, что ваши жизни не имеют конца. И, между прочим, нет и места, где вы находитесь между этими двумя. Вот почему эта веревка распускается, понятно? Хорошо. Мы продолжаем. Это в какой-то степени отрицание прошлых жизней в будущих жизней. Технически это называется так. Итак, что произошло первым? Ваше рождение или ваше старение и смерть? Это собрано вместе в одном. Что пришло первым? Ваше рождение или ваше старение и смерть? Что пришло первым? Если ваше рождение пришло первым, и затем ваше старение и смерть пришли позже, тогда вы могли бы получить свое рождение без старения и смерти. Потому что в самом начале оно должно было быть само по себе. Если вы могли бы получить рождение без наступления старости и смерти, извините, если рождение пришло раньше, чем старость и смерть, тогда рождение может быть самим по себе и не должно зависеть от старости и смерти. Если вы говорите, мое
новое рождение в этом мире пришло первым, потом я состарился в этом мире и умер, он говорит, хорошо, если это происходит таким образом, тогда вы могли бы получить перерождение, в котором не будете стареть и умирать. И вы могли бы родиться, не умирая, Машива. Вы могли бы родиться, не умирая. Если рождение приходит раньше старения и смерти, то вы могли бы получить рождение без старения и смерти. Вы могли бы жить без старения и смерти. Хорошо? Они взаимозависимы? Зависит ли одно от другого? Вот в чем вопрос. И затем этот же парень говорит, этот парень — это такой идеальный козел отпущения. Он всегда дает самый нужный неправильный ответ. И он говорит, рождение наступает после старости и смерти. Старость и смерть приходят раньше, а потом ты умираешь и рождаешься снова. Итак, новое рождение не наступает раньше. Старость и смерть приходят раньше, затем вы получаете новое рождение. Хорошо. Итак, в начале этого процесса, когда просто стареешь и умираешь, это не зависит от чего-либо. Вы можете постареть и умереть без того, чтобы быть рожденным. Почему? Рождение наступает позже. Хорошо, таким образом вы можете постареть и умереть без того, чтобы родиться, верно? Почему? Хорошо, потому что вы сказали, что рождение наступает позже. Он не может поменять свою историю. Он не может сказать, что рождение наступает перед старением и смертью, потому что он сказал, что рождение идет после старения и смерти. Понятно? Он начал с того, что рождение приходит первым, а старение и смерть приходят потом. Но затем была проблема, что вы могли бы родиться и никогда не умереть, потому что это могло бы быть само по себе, и тогда бы оно у вас было. И мы здесь получаем рождение. Я ждал тут рождения ребенка. О, это мой внук, Майтри. Рождение с рождением не имело бы смерти. Рождение, которое является только рождением, не имело бы смерти. И он, между прочим, так родился. Он уже выглядел как родиновский мыслитель. Ты его когда-нибудь видел, Пачи, в Париже? Роден, его наследие. Это классно. Там этот парень как раз здесь, это Майтри. Следующий стих. И затем этот парень опять он пытается выйти из проблемы. Он говорит, вы знаете что? Вы рождаетесь, стареете и умираете в то же самое время. Не говорите, что одно идет раньше другого, потому что когда вы говорите, что одно происходит раньше другого, возникают все эти проблемы. Ведь тогда то, что пришло раньше другого, не должно было бы зависеть от другого. Итак, я скажу вам, что и то, и другое одновременно. И вы рождаетесь и умираете в то же самое время. И Нагарджуна говорит, это неправильно. Тогда младенец, выходящий из утробы, должен был бы умереть в тот же момент, и это невозможно. И поскольку ничто не наступает первым, и то, и другое было бы беспричинным, никто бы не родился, прежде чем состариться и умереть. И не было бы старения смерти, которые были бы причиной вашего нового рождения, потому что они бы происходили бы в одно и то же время. Поэтому и то, и другое было бы беспричинно. Кстати, в любое время, когда что-то не имеет причин, возникает проблема. Почему? Оно бы тогда могло выскакивать повсюду в любое время. Ой, посмотрите, вот смерть, посмотрите, вот старость. И это бы случалось бум-бум-бум-бум-бум везде вокруг вас. Могут ли рождение и смерть случаться в одно и то же время? Картинка? Да, я не знаю. Давайте перейдем к следующей. Вероника смотрит через мое плечо. Что ты делаешь с этой картинкой? Не имеет значения. Она уже давно отказалась от попыток разгадать, почему я целый день трачу на поиск странных картинок. Окей, поехали. Переходим к следующей.
Это очень-очень-очень интересно для меня. Смотрите. Итак, рождение не может наступить до старости и смерти. Правильно? Правильно. А старость и смерть не могут прийти перед рождением. Правильно? И мы сказали, что они не могут произойти одновременно, верно? Правильно. Значит, они месепа, верно? Что такое месепа? Тим, ты помнишь? Значит, они невозможны, правильно? И парень говорит, да, они невозможны. Тогда Нагарджуна говорит, хорошо, тогда какого черта ты все время говоришь о рождении, смерти и старости? Чичир, зачем ты выдумываешь эту ерунду? Трова означает, теперь поговорим о Трёпа. Трёпа означает, почему ты придумываешь все это? Почему ты продолжаешь придумывать странные вещи? О, сначала я родился, потом состарился и умер. Нет. О, я состарился и умер, потом родился заново. Нет. О, они произошли одновременно. Нет, нет, нет. Тогда почему ты продолжаешь думать об этих странных вещах? Итак, странные вещи, мысли о странных вещах. Есть такое специальное слово «трупа». Я хотел бы поговорить об этом, потому что для меня это очень интересно. Что на санскрите означает придумывать странные вещи? Что это за глагол? Поехали. Мы снова обратимся к санскриту. И это прапанча. Прапанча — это очень странно. Вам не будет комфортно с этим. Нет, это трудно найти. И это может быть очень многими разными вещами. Итак, пра означает вперед, как прау, нос лодки, или праут гордый человек, или вперед. Поэтому часть пра — это просто... Трудная часть — это пра. Она может иметь несколько значений. Что такое панча? Да, огонь. Панч означает огонь. Панча означает огонь. Костер. Затем в немецкий язык вошло фан. И панч меняется на фан. Затем оно вошло в английский язык как огонь. Как это по-испански? Fuego. Забудьте об этом. Но странная вещь, которая, вероятно, означает, что раньше это был каванч. Но это длинная история. Итак, про панча. Я считаю, что это так. Смотрите. И многие происходят из одного. Так почему вы продолжаете выдумывать? Почему вы продолжаете придумывать, когда там ничего нет? Чопа. Почему вы чопа означает вот это, точно так же? Или пач. Вы знаете пач, как пачи? Глагол на санскрите пач означает готовить. Что-то готовить. Раньше это было пеква, индоевропейский корень, потом это вошло в кухню и кулинарию. И випака означает, когда ваша карма приготовлена. Это означает кармическое созревание, а санскритское слово, обозначающее кармическое созревание, это суперприготовление, випака, випач. Это приготовление пищи может также иметь ощущение расстановки блюд на столе, как бы приготовление еды для человека. И снова эта идея. Зачем вы придумали эту трапезу? Почему вы продолжаете выдумывать рождение, старение, смерть? Почему вы продолжаете говорить мне это? Почему вы продолжаете выдумывать эту ерунду? Как представление блюда. Да, это тоже. Есть и другое значение на санскрите, которое пек. Пек в индоевропейской языковой группе означает быть красивым, быть прекрасным. Оно происходит от глагола, означающего расчесывать овец, причесывать волосы, наводить красоту, поэтому он называется пек. Пек также означает выдирать шерсть из овцы и делать овцу красивой. И от этого пект произошло слово fight, борьба. Вот почему там GH и fight, что означает дергать кого-то за волосы. Есть такая ракушка под названием гребешок, которая выглядит как веер. Итак, мы снова получаем эту идею создания реальности из одной точки во множестве различных вариантов.
И почему мы рассматриваем этот глагол? Чтобы думать о странных вещах? Да, Нагарджуна говорит, да ладно, я устал от этого, перестаньте дергать, перестаньте придираться, доставать меня. Просто оставьте это в покое, хорошо? Почему вы продолжаете выдумывать эти разные вещи? А что, если у сансары есть начало? Тогда у сансары будет конец, это сансара. Просто перестаньте придумывать всякую ерунду, хорошо? Это не так, это все ваши пач. Прекращаем урок санскрита. Разница между созданием чего-либо из ничего и созданием чего-либо из чего-то. И здесь есть волшебник. И я выбрал эту фотографию, потому что здесь есть чопа, то есть законный. Нагарджуна обвиняет парня в том, что он выдумывает ложные вещи. Начало вещей, конец вещей, середина. Хватит придумывать всякую ерунду. Но если вы Нагарджуна, вы говорите, ну, кстати, ты всегда что-то выдумываешь. Да, ну, по крайней мере, если ты знаешь, что делаешь, ты не так уж плохо придумываешь. Так что да, мы создаем реальность. В тибетском языке есть глагол, что означает отделять волоски, то есть определять реальность. И вы это делаете. Вы пека, пачи, вы создаете реальность. Вы проводите линии и все такое. Вот где начинается тим, здесь начинается компьютер тима. Вы создаете эти линии. Но это не то, о чем я говорю. Я говорю о вашей человеческой потребности сказать, что было начало ваших жизней, затем есть последняя жизнь. И это не так. Ваш ум существует бесконечно. У него нет ни начала, ни конца. И с философской точки зрения вы не можете найти настоящий момент, хотя кажется, что он есть. Следующий стих. Если вы еще не запутались, то вы не слушали. Смотрите, Корва Паши означает, что проблема не только в сансаре. Пашик означает только. Последняя глава Йога Сутра. $50. Это называется Пашикпа, один единственный, Кайвалья. Старейший центр йоги в Индии называется Кайвалья. Центр одного и единственного начала всех вещей или что-то в этом роде, Кайвалья. И это стало синонимом пустоты в йога-сутре. Один единственный, Пашик. И что здесь происходит, Гешала? Перестань отвлекаться. Корва Пашик означает, послушайте, это не только сансара не имеет начала и конца. Масея означает, что дело не только в этом. Вы не можете указать на первую причину. Вы не можете указать на конечный результат. Невозможно указать первую ментальную картинку чего-либо, невозможно указать первую вещь, которая соответствовала этой ментальной картинке, определение и определяемое. Вы не можете указать первое чувство, которое когда-либо испытывали, вы не можете указать самое первое испытанное чувство. Каждое чувство вызывало какие-то ощущения. Все эти ощущения происходили из предыдущего чувства. Тянье означает то, что имеет смысл, но оно означает существенное или что-то конкретное. Вы не можете указать ни на что во Вселенной. У любого опыта во всей Вселенной нет начала. Забудьте. Нагарджуна такое, не спрашивайте меня. Не спрашивайте Будду, было ли у твоих прошлых жизней начало. Почему? Потому что когда вы повредили палец, это тоже не начиналось.
Так что забудьте о своей вселенной, ковыряйтесь в носу, у этого тоже не было начала. Он говорит, хватит меня спрашивать, хватит придумывать всякую ерунду. Итак, этот стих смотрите, у сансары нет начала, но у причины и следствия тоже нет начала, как его определение, как его ощущение. Ничто не имеет начала. Это Нагарджуна. А когда была первая мантра? Когда началась эта мантра? Когда рак начал излечиваться с помощью мантры? Если вы не понимаете этих вещей, это не будет так хорошо работать. Ладно? Но эти вещи слишком сложно понять. Или моя бабушка никогда не поймет этого Гешела, просто позвольте ей начитывать мантры. Да, это нормально, если бабушке 95 лет. У меня есть женщина, о которой я забочусь. И вот наш разговор. Я говорю, привет, как дела? Она говорит, Майк, как ты? Я говорю, хорошо. Она говорит, что ты делаешь? Я говорю, знаешь, я снимал материал с Пачи и Тивом. И тогда она говорит, о, это мило. О, Майк, чем ты сейчас занимаешься? И она будет задавать мне один и тот же вопрос снова и снова. И что интересно, мы с Вероникой читали книгу о том, как отвечать пожилым людям. И там было сказано, никогда не говорите, вы спрашивали меня об этом уже 10 раз сегодня, потому что им уже и без этого неловко от того, что они старые и ничего не помнят. Так что никогда не теряйте терпения, просто отвечайте вежливо. И потом в этой книге говорится, что то, насколько вежливо вы отвечаете, является признаком уже вашего психического здоровья. Вы можете изменить и сделать это более интересным. О, мы с Пачи пошли за пиццей, мы ели. А потом в третий раз, когда она спросит, вы можете сказать, о, мы с Ребеккой приехали из Лос-Анджелеса, она такая здорово. Так, почему я это рассказываю? Я не помню. Не учите свою бабушку мантрам, когда она не... Да. Если у кого-то это зашло так далеко, ладно, просто научите их мантрам. Скажите им, чтобы они читали мантру, не пытайтесь объяснить, как работает мантра. Я считаю, если человеку больше 95, не объясняйте мантру. На мой взгляд, до этого возраста всегда объясняйте мантру, потому что она будет лучше работать. Только если их ум не зашел еще так далеко, между прочим, даже 95-летнему человеку, если вы попытаетесь объяснить ему пустоту, вы можете получить действительно классные результаты, вы можете получить потрясающие результаты. Моя собственная мать, моя мачеха, я был в гостях у нее и сказал, ну, пойдем пообедаем. Она сказала, я не могу. И я спросил, почему. Она отвечает, у меня класс йоги. И я такой, что, ты занимаешься йогой? А ей 94 года, нормально? Она занимается йогой на стуле или как-то так. Я сказал, ого, это так здорово, мама, я не знал, что ты занимаешься йогой. Она сказала, я занимаюсь йогой 30 лет каждый день. Я такой, о, надо же, я этого не знал. Как ты начала заниматься йогой? Ты преподал мне мой первый урок, ты забыл? И с тех пор я никогда не останавливалась, я просто не знал. Так что это может быть сюрпризом. Можете попытаться объяснить более глубокий смысл, как работает мантра. Единственное, когда вы не сможете человеку объяснить, это если ему совсем лет 100 или около того. Но для кого-нибудь другого будут полезны некоторые объяснения о том, что происходит с мантрой. Во всем этом нет начала, нет середины, и у нас есть знак бесконечности просто для того, чтобы урок был для вас интереснее. Похоже на машину, правда? Машина. Но не пытайтесь найти точку начала. Не пытайтесь найти, где вы сейчас находитесь. Нет ничего существующего самого по себе. Хорошо, давайте продолжим. О, вот это да. Мы закончили класс. Это возможно? Это было короткое занятие. Кстати, это вся глава? Извините, вся? Я сумасшедший? О, нет, я не сумасшедший, вот и все.
Вот и все. Не пытайтесь это найти. Смотрите, есть ли у ваших прошлых жизней начало? Нет. Есть ли у ваших прошлых жизней окончательный конец? Нет. Почему мы говорим об этом? Потому что нет ничего другого тоже. Это занятие не имеет конца. У этого занятия нет начала, у этого занятия нет середины со своей собственной стороны. Если вы видите, что это занятие внезапно заканчивается, это потому, что у вас закончились семена. Ничто не имеет собственного конца, ничто не имеет собственного начала.